чтобы можно было кушать. И вот они сидят и хавают этими там своими носиками, блин. Ну, обалдеть. Мне тоже понравилось. Плюс секвойи у них там. Плюс дворец. Возле дворца тоже разбит парк. Потом за дворцом парк разбит. Во дворце еще была, я так понимаю, зимний сад. Огромной высоты. Вот этот вот стеклянная вся конструкция. Внутри пальмы. И тоже композиции там из цветов. Красиво очень сделано. Тоже шикардос. Потом оттуда мы выехали, поехали в Линдау, хотели заехать. Но там протормозил я. Там можно было пойти, можно там запарковаться, все. Но что-то я как-то, в общем, мой косяк, в Линдау можно было зайти. Из Линдау мы поехали вот в это... Партнахклам. Во, Оксанка, снимаю шляпу, потому что вот это вот, она, наверное, сейчас сидела, учила, блин, полчаса. Вот, Партнахклам, это вы говорите, блин, это что-то с чем-то. А город называется... Во, смотри, замок какой. А город называется... Гармиш. Гармиш, еще... Партнахклам, он Гармиш, Не-не-не. чертка Партнахклам, Нет. да, Нет, да, нет, да. поспорим. Ты мне 1000 евро должна. Не надо. Ты мне должна Нет, 1000 ну, евро. город называется Гармиш, а второе слово не Партнахклам. Так напиши Гармиш Партнахклам. Партнахклам это ущелье. Костя, не спорь, проиграешь. Так ты 1000 евро мне должна, Да что ж мне отстань спорить? ты от меня. Ну вот видишь, Ты сразу понимаешь, отстань. Ты даже не знаешь за что. Сразу отстань, вот. И поехали мы вот в этот вот Партнахклам. Это божий. Также город называется Партенкирхен. А Гармиш Партенкирхен. Партнахклам, ну это одно и то же. Ну, видишь, как Я ж видишь, как одно и то же. Все. какой ты Короче, ты мне должна себе 2000 да евро. насрать. 2000 евро. Вот, и поехали мы это в ущелье. Там запаркуйтесь, ребята, возле стадиона спортивного. Стадиона этот, как его, который трамплины, где прыгают на это. Но, прикол в том, я назад когда шел, я пошел через стадион, и он в таком состоянии, мама не горюй. Ну, просто бомба. Я ж такой думаю, что за фигня, что это, блин, Олимпиада, кольца нарисованы, монетку можно сделать. Блин, это там Олимпиада была в 1936. Гитлер открывал ее, блин, лично. Вот зимнюю Олимпиаду, блин, вот он там был. Я ж потому что на слуху не помню, там, Лилихаммер там был. Еще этот в Канаде, не Сиэтл, выскочила с головы. Ну, в общем, понятно, все это было. И вот мы искали это. Короче, до ущелья с этой парковки идти полчаса. И мы ж такие думаем, полчаса туда, в ущелье час, туда-назад и полчаса, за 2 часа. Я вернулся за 3 часа. Через 3 часа Оксанка чуть раньше вернулась. Вот, потому что она не пошла наверх, я еще наверх слазил. Ну, наверх полчаса, потому что 11 минут я туда поднимался, там пофотал, спускался столько же. На полчаса я пришел позже. Так что примерно 2-2,5 часа. Вот, это ущелье. Но ущелье, вот каждый туристический вот этот район, где мы были, где мы вот это все посещали, уникален и шикарен по-своему, и в каждом захватывает дух. Поэтому вот все, которые мы посетили, я бы рекомендовал все, где-то как бы эмоций и кайфа больше, но где-то меньше, но все уникальные, все по-своему. Там вот в Голландии, Бельгии, там одной ногой стоишь там, другой ногой стоишь там, как бы центральная улица, все. Ну, стол в ресторане стоит половина там. Я машину запарковался, протормозил, можно было запарковаться, я стал возле того места, через которое проходит граница. Получается, я машину фотографировал с другой стороны. Вот, а стоял рядом на парковке. Надо было, ладно. Вот, Мон-Сен-Мишель по-своему, береговые укрепления вот эти по-своему, Ричард развалины, своя прелесть, своя вот эта вот дух истории. Тут вот этот стадион, блин, там, где Гитлер лично стоял, блин. Тоже. И ущелье вот это, ущелье тоже, потрясные вещи. Водопады бесподобные. Вот у каждой вот этой вот местопримечательности, своя вот эта вот атмосфера, свой релакс, свой кайф. И
эмоций, конечно, мы везем в вагон. Это не передать. Количество фотографий и видео там зашкаливает. Вот в прошлый раз мы пропутешествовали 2 недели, и на фотоаппарате я 500, ну, у меня 16 гиг когда вставляю, 501 фотография или 551 фотография. Так вот, я одну не выстрелял. Мы 300 что ли привезли. В этот раз мы везем больше 1000. Понятно, мусор какой-то будет. Это все понятно. Но такого количества объема информации. И плюс я заполнил 5 терабайт. Заполняю сейчас 2-й диск. И есть у меня карты, которые я еще не слил туда, карты памяти. Вот, еще не слил. Ну, не знаю, я, наверное, под 7 терабайт я привезу. А в прошлый раз я 5 терабайт не заполнил. В этот раз, ну, вот, объем материала, информации намного больше. Ну, вот такие вот зарисовки, или как, эти вот моменты, через которые мы прошли, которые мы посмотрели, какие-то нюансы. Брали с собой воду. 20 литров. И вот только сейчас уже едем домой, ее вылили. Без энергии, вот не заезжая в кемп, можно обойтись. Энергии, вот на те... А у меня же это еще вообще там камер, батареек, фотоаппаратов, ноутбук, ну, много всего, поэтому выходили из положения. Плюс у нас был еще повербанка одна, такая серьезная, на 30 тысяч миллиампер. То выкручивались. На грани, но выкручивались. Вот. Потому что когда были такие большие переезды, заряжалось все, что надо было. Хуже было вот с ноутбуком. А без воды и вот с туалетом, ну вот серую воду можно там где-то там как-то, потому что это серая вода, она там ничего такого нету. А вот туалет надо, да, надо кемпинг, сори. Вот. Или же такие есть кемпинги, которые без электричества, на слив воды. Вот. И вот мы были в одном, где мы сливались и заполнялись водой, а во втором уже были в полноценном, где было электричество. Все, мы больше нигде не были. Да? Где сливали воду. Да, в 2. Вот там во Франции, когда мы код потеряли, ну я потерял, и второй вот. И второй вот. Все, и как бы вот для двоих вот. Ну и если вот эту ерунду пьете, то, конечно, в туалет бегаете как. Плюс где-то стояли, вот на парковке в Германии мы стояли, там была социалка, туалеты были, в парке были, вот я тоже в туалет там ходил, в парке сходил. Ну а так на 2 недели, вот 2 раза придется заезжать куда-то поменять и воду долить тоже. 2 раза мы доливали воду. Вот. Ну и плюс вот сейчас, ну нам бы сейчас хватило, вот если сейчас приедем домой, то нам бы хватило. А если не ехать домой, то все равно бы хватило, ну вот эти 20 литров я бы вылил, хватило бы. По поводу вот кемпера внутри, ну в этот раз у нас все произошло без стрессовых ситуаций, без таких там скандалов и ругательств, ссор. В прошлый раз мы там пару раз вскипели, там не это. Потому что это вот стесненное, ну вот все-таки минимизированное, да, пространство, и ты все время вот в нем находишься, но вот все-таки тесновато, это ж не то, что там как-то квартира полноценная, да, все есть, условия для комфортного путешествия супер. Вот, так, а нам сейчас тут куда? Сейчас посмотрим. Вот это прямо ж едет или нет, или я что-то не пойму. Ну едет она прямо, а что они там стоят? Все только в правый ряд, может поворачивать хотят. То это вполне достаточно, это можно путешествовать. Ну, вот психологический фактор такой, что вот стесненные обстоятельства, ну, условия. Потому что если кто-то один двигается или что-то делает, то так Санга там что-то возле кухни шевелится, все, нужно сидеть или в кресле в этом водителя, пассажира, или на этом, чтоб никого не дразнить. Да. Правильно? Я Да. правильно выражаю Да. мысли? Все. Вот она согласна. Я на минутку включу, чтобы продуло.
Вот. Сейчас, чтобы она немножко камеру охладила. А с чего он не... Ну, потому что она, Солнце. да, она 50 градусов нагревается. Она сама от себя нагревается на 50 градусов. Вот. Вот такой еще момент. Ну, интернет мы брали это, потому что если в кемп заезжаешь или где-то такие места есть, ну, есть там интернет бесплатный, Wi-Fi, все это. Но мы покупали свой роуминг бесплатный, но покупаешь именно заграничный интернет. Вот. Поэтому вот еще такой-то нюанс. Ну, а Швейцария, она ж не в ЕС. Поэтому там платится, если там подключаешься. Ну, а так как здесь в машине нет своей навигации и через CarPlay едешь, то, по-моему, там мне насчитало 10 баксов, мне насчитало, пока мы там по ней ездили. Но мы там коротенько были в этой Швейцарии, совсем с краешку. Мы переезжали на вот эти водопады. То туда, то в Германию заедешь, то в Швейцарию, то она там скакала туда-сюда. Вот. Везем кучу магнитиков. Кучу магнитиков не везем, но у меня есть возможность дома сделать. Я сейчас хочу вот попробовать. Есть тискары, принтеры именно для этих вещей. Вот. Хочу попробовать. Купил уже и магниты. Я вот эти вот именно... Все вещи, все они есть, и режутся ножницами они, все. Посмотрим, что из этого получится. И 2 принтера купил. Один сублимационный, один термосублимационный. Ну, количество магнитов везем пипец. Уже думали, надо холодильник покупать, то ли шире, то ли выше. Сейчас, я так понимаю, заклеим его весь. Оксаночке купили бейсболку, чтобы она была красивая. Почему она не в бейсболке сидит, я не знаю. Мы что И так красиво. мы что-то это сейчас все делаем это репрезентативно. Тут камера снимает. Рассказываем, как мы путешествовали. Вот. Приедем, посчитаем все расходы, все чего сколько. Ну, проехали в этот раз меньше. В прошлый раз мы проехали 4400 километров. А в этот раз... Ну, вот нам еще ехать, ну, километров 300, наверное. Но до 4000 не дотянем. И по цене в прошлом году был дороже солярка. Дороже. Ну, я на машину на солярке. Была дороже. И в этот раз мы выезжали, она дешевле. Поэтому и по цене должно получиться дешевле. Ну и по объему, и по цене. Но посмотрим, не буду загадывать, надо будет посчитать. Таблица с прошлого года у меня есть. Я ее просто продолжу, расширю и посмотрим. Сравним для интереса, что получилось в этом году. Ну, довольно-таки Но у нас в этом году получилось... Вот сегодня, первый день, мы... В 10 часов начали есть только, да, или плюс-минус, что-то такое. Потому что мы в 10 часов уже куда-то ехали, вставали на самое позже 8. В Мон-Сен-Мишеле мы встали вообще без 15:06, потому что мы первые хотели там быть. Вот, а сегодня вот у нас настоящий день отпуска. Никто никуда не ломится, никто не едет 120, никто не этого все. Тащимся как черепахи, блин. Включили... еще, ребят, я всегда включаю бесплатных дорог и автомагистралей. И по вот этим деревням ездишь, ну, это тоже своего рода кайф. Нет, понятно, если кому-то надо из точки А в точку Б, заехал на магистраль, заплатил и погнал. Вот, а тут такие места бывают, открываются, что обалдеть. В этом году нет, потому что у нас было как-то целенаправленно все. Но все равно мы ездили по таким маленьким, как молебным сказать по-русски? Живописным местечком, что просто бомба. А там даже пару раз здесь заблудились, и вот такую там через германскую деревню проехали, ну там челюсть отпала, блин. Там. Беверли-Хиллз отдыхает, блин. Деревня, блин. Вот. Так что я рекомендую. Но в зависимости от того, конечно, что вам нужно.
Поэтому вот эти второстепенными всеми деревушками ездим, деревушками, дорогами путешествуем, и как-то так вот все классно, красиво и получается. Ну и от этого, наверное, и время увеличивается, и скорость уменьшается. Но это ж, говорю, это ж как кому надо. Так, что еще? Какие у нас еще нюансы были? Ну вот парковаться нужно, вот если вот так, вот таким образом, именно чтобы вы стали на парковку 5, ну максимум в 6 часов, все. Позже это уже напряг в плане покушать, приготовиться, поставить на зарядку, что-то там посмотреть, какую-то почту, ну если надо, там или что-то в интернете посмотреть и потом лечь спать. Вот именно вот 5, ну край 6. Вот это вот оптимальное самое это. Вот тоже было, запарковались мы в Бельгии, на пляже, все. Блин, автомат парковочный не работает. Пошел на второй. Он тоже как-то что-то, блин, это, мозги компасирует. Я у первого автомата 20 минут, я потом посмотрел по записи, 20 минут потратил. Или у двоих. Потом тетка нам пришла, там какая-то бельгичанка, помогать. Тоже ничего не получалось. То ли на втором автомате, или со второго, или с третьего раза, блин. Вот у нас получилось. И она хорошую идею пока подсказала. Говорит, фотографируйте фотографии, или даже видео снимите, что вот не платится оно. Для полиции, говорит, если полиция все это вот предоставите, вы хотели заплатить. Потому что я бы рекомендовал всем платить. Штрафы, блин, такие. Ну, вот вы заплатите 6 евро за парковку, да? Ну, а если не заплатите, то я не помню где, но писали 17 евро. Ну понту, блин. Ну, понятно, риск такой, да, если вас не приедут, не остановят, не проверят. Нас не проверяли, я не знаю, проверяли или нет, я тикет ставил за стекло сюда, и там, если проверяли ночью, не проверяли, я сказать не могу. Ну, вот, мы поступали так, это на совести каждого, кто как захочет. Нигде проблем, нигде не было, чтобы нас как-то разбудили, к нам постучали, нас ограбили. Это. Я не хочу сказать, что этого нет, раз с нами не случилось. Но вот у нас положительный опыт. Нигде ничего, везде мы запарковались, везде мы нашли. Где-то, может, чуть больше было, где-то чуть меньше. Но везде мы запарковались. Везде было место, везде это... Может, не везде была парковка такая, как мы хотели, какое-то место там красивое или что. Ну, это нам как бы... У нас были другие цели, а переночевать, это ж такое дело. Ну, если хотите живописного чего-то, ну, в кемпер заедьте, пойдите к берегу озера или там моря, и все будет живописно. Вот. Попадались нам парковки, где написано, можешь днем стоять, ночью парковка, ну, запрещена. Вот. Но их было намного меньше, чем это было в Хорватии и Словении. Намного меньше. Их там, может, пару штук было, что мы увидели. Поэтому здесь вот в плане трасс там вообще, блин, запаркуешься без проблем. Хуже в этом было, с парковкой хуже было в этом. В Швейцарии у них там маленькие такие, на несколько машин всего. В Германии-то именно на основных трассах там побольше. А на второстепенных тоже такие кармашки небольшие, на несколько машин. Ну, мы вот там пару их было полных, а потом нашли. Понятно, у нас тоже не получалось все время в 5 там, или в 6. Были моменты, вот, когда вот длинные переезды, вот эти мы заезжали и в 10 дошли, в полдень или в 10:30 мы приехали. А были моменты, мы в 2 часа приезжали. Вчера тоже часов, наверное, в 6 мы запарковались, да, или в 5 даже. Ну, что-то такое, 5 или 6. Не, в 6, потому что я пошел на это, потом в 7 часов мы сели, да, в 6 где-то мы запарковались вчера, после этих водопадов, или после этих, ну все, я забыл, как он называется, Партканхлам, короче, вот этот. Партнахклам. Партнахклам, ну, в общем, жесть это слабое слово, как он называется, но... Красота
вот это вот именно красота того, что там есть, окупается с лихвой насчет вот этого названия. Вот, в принципе, как бы, да, и все из этого путешествия. Какие еще такие нюансы или моменты? Магазины тоже без проблем по пути попадаются. У нас там как-то вот надо было, не было, все, пожалуйста, только про него вспомнил. И все время мы попадали, были и другие, но мы попадали именно вот, мы заезжали в Lidl. Один раз вдвоем пошли, один раз заместитель капитана сама пошла. Ну вот, больше ничего такого. Это и кучу еще и везем назад. Ну, в этот раз мы подошли более учитывая нюансы прошлого путешествия, более практично, с учетом всяких тех недоразумений и нюансов. Не, ну а зачем еще размениваться на магазины? Нет, Зачем да. магазины, В если прошлый раз мы чаще ходили. А в этот раз такие закупки были, там молока купить на кофе, хлеба, там каких-то. Молоко мы не покупали. Хлеб мы купили, кофе. А, молоко не покупали, да? Нет. Молоко у нас вот Какие-то. Вино какое-то купили, там какие-то шоколадки, и там еще что-то такое. И все. Такой по мелочи. Ну да, захотелось нам французский багет, так Да. остановились, купили багет. Но мы не за него остановились, мы просто там уже Хлеба купили, надо да. было просто, Да. а купили и багет. Ну, попробовать. Ну, а круассан на их, это ж песня. Там вообще даже не обсуждается. Это французский круассан, блин, такой здоровый, тяжелый. Вот я 2 съел, я был полный. Ну вот, провинциальная немецкая деревня. Со всеми плюсами и минусами, какие у них тут есть. Заборчики вот интересные такие, какой-то стандарт один у них. Да. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Вот, а так глянь, одинаковые все. И главное, не крашеные. Макдональдс тут где-то было нарисовано, есть, ну не знаю, где-то, может там в глубине деревни. Чисто, уютно и красиво. Так, по поводу что еще каких. Ну, можно было бы, конечно, еще, если вот, но у нас вот этот полностью, вот это путешествие двухнедельное, оно было полностью познавательное такое. У нас не было где-то релакса, посидеть, день, именно целый день потратить на отдых. Не было абсолютно. Вот сегодня 13-й день, вот первый день, что мы так не спеша. Мы уже возвращаемся домой. Да, не спеша возвращаемся, потому что уже ничего, все программа у нас выполнена, максимум выполнена. Вот, а если так вот прикинуть, ну, я бы сказал, тяжеловато физически. Вот, особенно с утра, вот у меня, я не знаю, как у всех членов остальных экипажа, но я вот с утра вставал, и такое надо была раскачка. А потом в пробеге, ну, в процессе дня, там пошел, посмотрел вот эти эмоции, все, вот эта красота, вот это все, блин, захватывало, было все нормально. И вечером было все нормально, а утром опять начиналось. Если вот делать такие, ну вот, мы решим, если пойдем на следующий год или нет, то нужно так вот, допустим, 2 дня вот такого вот бегания, там, переездов, просмотра, все, а потом приезжаете вечером, и следующий день, аж до следующего утра, ну, через день получается, следующий целый день просто релакс. Или локацию найти такую, ну, чтобы как-то так приятнее было сидеть, достать столы, стулья там поставить. Мы в этот раз даже маркизу ни разу не открыли. У нас просто не было времени. Посидеть, там, погомонеть. Быстро, даже вот когда в кемп мы приехали, блин,
Мы достали и гриль, достали все это. Тут час мы там посидели, пахали, мы готовые были спать, потому что завтра опять бегом. Ну вот это такой, что мы посидели так более-менее долго, потому что перед этим мы сидели тоже, да, в двух местах. Одно я помню, там где вот это берег был, ну вот этот городок, вот это там, где парашютист упал, Юта, пляж. Вот там мы посидели в кемпе. А где-то мы еще сидели, где, я уже не помню. Я вообще не помню. Я единственный вот этот кемп помню, и все. Да, но там, где парашютист, мы тоже вечером сидели. А я там, где у меня свет не получилось включить. А где-то мы еще были. Где-то мы еще сидели. Мы тоже посидели на улице. А, в Сен-Мишеле еще мы сидели на улице, да, вот, все. Ну, это я помню, что где-то еще. Вот все, даже так вот, совсем чуть-чуть. Ну, вот так, поэтому вот, если именно познавательно, ну, это такой, это, как этот отдых... Активный. Это вот это был отпуск. Но активный я бы назвал 2 раза его активным, потому что и километраж мы набегали, и этот, как его, и шаги, ну, понятно, эквивалент будет одинаковый там в шагах или это. У меня на работе столько не бывает, я когда бегаю вот по объектах, ну, бывает, конечно, там плюс-минус, но бывает и намного меньше. Так это же я на работе, а тут в отдыхе, в отпуске, блин. Вот, поэтому вот